Наша миссия – диагностика, спасающая жизнь. Когда у тебя в руках технологии, то, соответственно, у тебя совершенно другая скорость достижения результата. Мне нравится из нуля делать единичку. Здесь что-то невероятно интересное. Время это было потрачено не зря. Читать картинку заболеваний. Все это складывает в единую картину и ставит диагноз. Памятка выживания. Изучая онкогенез, изучая, что такое онкология, почему клетки меняются, мы обнаружили и статистически доказали, что это значимо, мы можем его лечить вот таким лекарством. Благодаря ранней диагностике этого заболевания, что такое цифровизация медицины, как мы ее себе представляем, от ручного труда, это стандартизация, это автоматизация и повышение скорости диагностики. Любой заход в рынок, да, это стоимость этого входа. Мощный скачок развития придала пандемия. Это не просто поговорить. Всем привет! И вы на подкасте C-Level. Мысли в режиме SEO. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Очень рад, что вы сегодня к нам пришли. Вы представляете компанию BioVitrum. Хотелось бы узнать о компании чуть больше. Расскажите о том, как она вообще появилась, чем она занимается, чтобы наши слушатели могли тоже о ней узнать. Да, Андрей, прежде всего большое спасибо, что пригласили. Это действительно первый для меня опыт такого интервью. И я с радостью расскажу про компанию BioVitrum, потому что это действительно, я считаю, уникальная история не только для меня в моей жизни, но и, в принципе, для рынка, да, и для участников этого рынка. Компания была основана в 2001 году. Я пришла в компанию в 2005, то есть фактически на сегодняшний день я работаю там аж 20 лет. То есть когда я это осознаю, мне, конечно, волнительно становится, да, от таких цифр. Значит, я сама по образованию биолог, я долгое время работала в науке, в основном в онкологии, и здесь в России, и за рубежом. Ну а в 2005 году я приняла решение попробовать себя в коммерческой деятельности, и моей первой компанией на сегодняшний день, пока последней, является компания BioVitrum. На тот момент это была действительно в 2005 году, когда я пришла, небольшая компания, практически семейного типа, то есть там было порядка 30, может быть, человек. Но самое главное, к чему я буду возвращаться, рассказывая об истории компании, это то, что с первых дней существования компании это была компания, в основе которой лежало производство. Потому что основатель компании Владимир Викторович Цимберг – это очень такой творческий и большой визионер в том сегменте, в котором мы работаем. И действительно его всегда интересовало производство, и компания началась с первого продукта. Можно я тут сразу вопрос? Почему на этом делается такой акцент? То есть почему именно важно производство? То есть это какая-то отличительная черта, которая в том числе отличает бизнес и формат? Вы знаете, это, наверное, рефлексия уже из сегодняшнего дня, смотря на всю историю компании, более чем 20-летнюю, да, ты понимаешь, что действительно началось все с производства, потом компания начала свой бурный рост, то есть действительно мы росли там просто кратно, и становились дистрибутором, и долгое время, да и сейчас объем дистрибуции, да, он занимает больше 50% в обороте компании. Но все эти годы, начиная там с самого начала, производство всегда было. Да? Сначала это был один продукт, потом это было там десятки продуктов. На сегодняшний день это сотни продуктов, и причем для разных рынков. Но я еще должна сказать очень важную вещь, что компания BioVitrum начала свою работу на очень специфическом рынке. Это рынок патоморфологии, патологии, патанатомии, по-всякому его называют, но суть заключается в том, что это рынок, связанный с диагностикой морфологической. То есть когда я просто вынуждена здесь немножко в фундаментальную медицину свернуть, да, чтобы просто было понятно и вам, и вашим слушателям, что данная диагностика, она связана с анализом кусочка ткани,
для того, чтобы понять, существует ли какая-либо патология в этой ткани. В каких случаях это делается? Ну, например, это делается во всех случаях при онкологических заболеваниях для того, чтобы понять, существует ли патология, какая она, какой тип опухоли и какой способ лечения должен быть. Прежде всего, врач-патолог должен провести вот этот морфологический диагноз. В то время, когда мы начинали, собственно, вот патоморфология, патоанатомия, она и финансировалась, к сожалению, по остаточному принципу. И с точки зрения технологии она не была насыщена супер какими-то технологическими решениями. И большая часть процессов, а вот этот процесс лабораторный, он невероятно сложный, многостадийный. Да, вот для того, чтобы к врачу-диагносту стекло предметное с кусочком ткани попало на микроскоп, вот это стекло должно сначала пройти большой путь от пациента до того, что появляется на предметном стекле врача. Поэтому зона эта была абсолютно не автоматизирована, все было вручную. И фактически компания BioVitrum выступала, знаете, вот у меня всегда есть такой образ, как такой ледокол, который вскрывает вот эти льды, да, вот нового рынка, как такой первопроходец. И очень много технологий, начиная, знаете, от самых простых вещей, от самых простых расходных материалов, которые сейчас не вызывают вообще никакого вопроса, приходилось продвигать, вот прямо продвигать по-настоящему. Да? Вот. Приведу пример. Ну, например, вот сегодня, в 2025 году, есть такой объект в лаборатории. Это пластиковый такой контейнер, называется гистологическая кассета. Это специальный контейнер для вот этого процессинга. Ни у кого не вызывает вопросов в том, что с этим нужно работать. То есть он закупается, в нем работают лаборанты, и никто не задает вопросы, почему. Но на тот момент, вот 20 лет назад, нам приходилось даже такие простые расходные материалы продвигать, объяснять, проводить обучение. И это было невероятно интересно, трудно, потому что на каждом этапе ты встречал такую реакцию, что это невозможно, мы будем делать все своими руками, а денег нет, и, естественно, денег не было. И, в общем-то, каждый такой заход новой технологии в эту область, да, он нуждался в очень больших ресурсах. Вот. И возвращаясь к истории компании BioVitrum, все эти годы действительно компания BioVitrum развивала свой портфель производственный. И сначала это было, ну, условно, не больше там, 10-20% от всего оборота, своя доля собственной продукции. На сегодняшний день это больше, то есть это уже там в районе 30%. Это, как я сказала, несколько сотен продуктов мы производим. Вот. И говоря о самом производстве, мы вот в 2021 году как раз на стыке, наверное, самых сложных таких моментов, это пандемия, это начало СВО, мы заложили первый камень нового производственного комплекса, и в этом году он введен в эксплуатацию и полностью запущен. Ну вот вначале сказали, что у вас был переход, да, от научной к бизнес-истории, Да. то есть с чем это было связано? Со второго курса я начала работать в научном институте. Я могу сказать, что мне кажется, что мне, в принципе, по жизни очень везет с теми людьми, которых я встречаю на своем пути. И вот одним из таких везений, это была первая моя научная лаборатория, которая, несмотря на всю ситуацию в стране, которая была в тот момент, отсутствие финансирования полного, да, отсутствие оборудования, расходных материалов, какой-либо поддержки государственной, то, что есть сейчас. Тем не менее, в этой лаборатории создавались такие условия для молодых специалистов и для меня, которые заставляли нас, в общем-то, своим интересом к этому делу, да, отдавать все время этой работе. Если говорить, а что же мы конкретно делали в этих лабораториях, да? Вот. Ну, это, знаете, это исследования, связанные с генетикой, с биохимией, когда
ты ставишь для себя вопрос, ну или твой руководитель ставит перед собой вопрос, а какие связи существуют биохимические, физиологические, генетические данного заболевания с тем, как оно проходит, допустим, с его какими-то параметрами. И научная группа начинает изучать вот какие-то определенные параметры того или иного заболевания. Для чего? Да? Для того, чтобы в будущем можно было и подбирать какие-то способы лечения для этих пациентов, да, и особым образом их вести. Это действительно работа с пробирками, со всякими реакциями интересными, да, вот, которые ты с утра до вечера делаешь, там, с клетками, с выделениями и так далее. Да. Вот. Но смысл он в том, чтобы найти взаимосвязи. Да. И, в принципе, мне кажется, что и учеба в университете, и работа в науке, она позволила, ну, по крайней мере, мне развивать вот этот вот системный взгляд на вещи, то есть видеть связи между, может быть, казалось бы, на первый взгляд, не связанными вещами, или, по крайней мере, пытаться это найти. Да? Вот. Сознательный факторный анализ. Да. То есть ты на самом деле проходишь очень многое в этой школе, да, и работу руками в лаборатории с утра до вечера. Ну, например, там, работая за границей в Норвегии, в онкологическом институте, у меня тема была больше связана с генетической предрасположенностью. То есть исследование было связано с тем, чтобы находить генетические маркеры, связанные с тем или иным онкологическим заболеванием. Да? Это тоже важно там, для предиктивной работы, да, для, опять же, там, для фармакологии и так далее. Вот. То есть поиск вот этих связей, анализ этих взаимосвязей – это то, что дает, на мой взгляд, вот такой мощный стимул к системному мышлению, что мне впоследствии очень помогало. Вот. Поэтому это был невероятно интересный этап моей жизни, который очень много у меня научил, особенно работа за рубежом, да, вот, когда ты уже работаешь и с новыми технологиями, и адаптируешь в новом для тебя мире. То есть было понятно, что вот в то конкретное время продолжать заниматься наукой здесь, да, это определенный вызов. Да? Вот. А с другой стороны, энергии вот этой, знаете, там в молодости, ее же у всех очень много, и хочется себя приложить к какой-то вот, действительно очень мощной истории. И я думаю, что сложилось все вместе, да, и желание там что-то сделать такое вот по-настоящему, и там, безусловно, там какие-то финансовые вопросы. Вот. И мне опять же посчастливилось, что компания, в которую я пришла, это было первое мое собеседование, то есть у меня там было там ряд собеседований. Вот. И она меня, конечно, вот поразила какой-то своей культурой. Да, вот я сразу же поняла, что там основатель этой компании – это действительно такой очень… Это про Биовитрум уже. Да, это я уже про Биовитрум. То есть я пришла на собеседование и поняла, что здесь что-то невероятно интересное. И действительно весь мой, так сказать, творческий опыт в Биовитруме – это такой кладезь интересных историй. Как я всегда говорю, мне нравится из нуля делать единичку. И мне очень приятно вспоминать совершенно разные истории на этом творческом пути, когда ты из идеи или предидеи ты сделал дело, а это дело превратилось еще и в растущий бизнес. Okay. И когда ты оглядываешься назад и вспоминаешь, что не было ничего, а появилась история, которая там, привлекла людей, там, помогла людям, да, там, что-то изменила в медицине в том числе, конечно, ты говоришь себе, что время это было потрачено не зря. Наверное, тоже пара вопросов, которые когда возникли, когда я слушал. Отстраненный вопрос про удачу. Да? Угу. Насколько это все-таки удача или это какое-то стремление, которое изначально было заложено к тому, чтобы чего-то достичь, к чему-то прийти? То есть было ли это везение? И что вообще вы вкладываете в это понятие везения? Если ты не имеешь чего-то внутри, да, наверное, сложно привлечь к себе внимание. Да? Поэтому я думаю, что, безусловно, и внутри меня там был потенциал, и есть потенциал, да.
Вот. Но и то, как путь был проложен мой, и то, какие люди мне встретились на пути, и в момент моей научной карьеры, это, действительно, это звезды, о которых я вспоминаю с огромной благодарностью. И мой путь в коммерческой истории, да, вот те люди, которых я встречала, мне кажется, это сочетание. То есть, если у вас есть внутри потенциал, да, там огонь, который вы пытаетесь, наверное, куда-то все время пристроить. Который вы, да, и вы ищете, да, вот возможность себя реализовать. И если вы встречаете людей, которые вам отзываются, да, с которыми вы находите общее, вы это чувствуете, можно ли это назвать везением? Не знаю, может быть, кто-то это назовет, но это везение просто так не случается. Поэтому вот, наверное, такой ответ. Отлично. И, наверное, так как у нас все-таки интервью получится на пересечении науки и бизнеса, да, вот я в науке, по крайней мере, по медицине, да, биологии вообще никак не разбираюсь, но очень интересно разобраться в том, как вообще исследования происходят, да, особенно, я так понимаю, да, из того, что я знаю, есть научные руководители, есть у него в той же самой лаборатории научные сотрудники, которые различные гипотезы проверяют. Да, как это потом оформляется в труды, как вообще происходит продвижение этой всей истории, если происходят какие-то открытия, да, то есть, получается, наверное, за свою карьеру тоже удавалось что-то, да, вот эти взаимосвязи найти, что потом с ними происходит, как они в массы вообще проходят и проходят ли. Что рождается как результат? Как результат рождаются данные исследований, которые проверяются, собственно, насколько они статистически достоверны. То есть значимость, нужно значимость, да, значимость именно статистическая. То есть вот если вы получили условно, что у одной группы людей при таких заболеваниях всегда присутствует вот этот фактор важный. Это статистически значимо или нет? Вот ответ на этот вопрос, он важен. Потому что это может случиться там у части пациентов, но это совершенно не означает, что это там действительно значимое изменение. Поэтому вы должны это, конечно, доказать. И вы должны обладать знанием, что такое, да, статистические методы. Вот. Я думаю, что сегодня вот новые методы и алгоритмы, и в том числе искусственный интеллект, очень сильно помогают научным сотрудникам в этом плане. Но это я в технику уже ударилась, да, но факт тот, вы получили некий результат. Соответственно, если этот результат важен, значим для диагностики, для лечения, в принципе, для фундаментальной науки, да, вот, то дальше, собственно, стремление любого научного сотрудника – это публикация. Желательно публикация, на сегодняшний день там сложно об этом говорить, но раньше там публикация в зарубежном журнале – это, конечно, вот такой вот must-have. Да? То есть чем больше у тебя публикаций в хороших журналах, тем лучше, да, для тебя. Вот. Ну и параллельно идет трек карьерный, то есть, безусловно, да, там научный сотрудник становится там кандидатом и дальше, и дальше, и дальше. Вот. Но это такая, знаете, как это сказать, траектория, наверное, формальная, а если говорить о неформальной траектории, то, наверное, вот тебя, как человека науки, интересует тема. Например, генетика, которая лежит в основе там, определенных онкологических заболеваний, и как можно, зная эту информацию, рано выявить это заболевание, да, и подобрать правильную терапию. Вот тебя это будоражит, тебя это интересует. Поэтому ты постоянно будешь находиться в контексте, читать, узнавать, ездить на конференции, выступать, знакомиться с людьми, нетворкинг. То есть, если ты горишь этой идеей, у тебя постоянно с утра до вечера, как это сказать, зуд такой научный, это как да? у меня с подкастом. Да. То есть это зуд. Ты постоянно этой темой интересуешься. Она заставляет тебя действительно читать журналы, значит, искать какие-то ответы на вопросы, находить специалистов в твоей же области, ездить на конференции. То есть это, наверное, самое мощное и самое интересное в работе, да? Вот. Потому что, производя гипотезы внутри себя, внутри своей группы, и дальше подтверждая их, и либо опровергая, ты либо открываешь новые какие-то главы в своей истории, да,
И вот это как двери, которые постоянно открываются, да, вот, и выходишь в какой-то... проверяешь, Да, закрываешь. да. То есть ты постоянно находишься вот в этом научном движении. Наверное, это вот для людей настоящей науки, это то, что вот их отличает, ну, скажем так, от тех, кто занимается чем-то другим, да. Хочется что еще узнать про специализацию, про онкологию, да, очень такая для всех, я думаю, для многих очень важная тема. Понятно, все знают, что это. Вот из какого-то опыта, да, может быть, какие-то факты интересные, которые вы знаете про зависимости, которые, может быть, не все знают, от чего, что на что влияет. Наблюдая за этой историей, ну вот опять же, там, начиная с моей научной карьеры и вот сейчас, ну, я могу сказать, что, конечно, путь пройден очень большой на уровне изменения самой диагностики, ну и лечения тоже. Да? Вот. Если говорить о том, какие связи есть, да, тут какие связи, на что там можно обращать внимание, ну, онкологические заболевания – это же заболевания разных нозологий, да, то есть что такое заболевания разных нозологий, разных там локализаций, да, там кожа, кровь, еще что-то, да, и так далее. Вот. И на сегодняшний день вот фундаментальная наука и практическая наука, она действительно за последние 20-30 лет открыла много связей и генетических, и биохимических, и морфологических, которые позволяют врачам на разных уровнях, и врачам-патологам, и врачам-онкологам, и генетикам, которые занимаются этой темой, да, читать картинку заболевания, я бы так это сказала, да, потому что это многофакторное заболевание, то есть нет какого-то одного признака, который бы говорил врачу, что это вот такой диагноз или такой диагноз. Это всегда многофакторный анализ и очень сложный анализ. И действительно врач-патолог именно в случае вот онкологических заболеваний является центральным звеном, потому что, с одной стороны, он смотрит на морфологическую картину. Вот, ну, надо сказать, что врачи-патологи, да, это же люди, живущие, это уникальные врачи просто. Почему? Потому что это люди, живущие в мире огромного количества изображений и способные эти изображения интерпретировать. Представляете? То есть вот что можно с этим сравнить? Даже, наверное, ничего, но вот мне всегда приходит такое сравнение. Вот, знаете, там искусствовед, который может оценить, чье это произведение, да, там подделка или не подделка, по массе каких-то мельчайших вещей, да. Вот. Но врач-патолог – это врач, который видел миллионы изображений, и настолько уникальный его взгляд на это, то есть вот благодаря своей практике, да, он может посмотреть на изображение и сказать, вот какая картина, какую патологию он видит и с чем это связано. Да? Вот. Но помимо вот этой морфологического анализа, который делает врач, он же еще и берет генетические факторы, да, информацию там о биохимических маркерах, возраст, еще какие-то там патологические, допустим, изменения у пациента. Все это складывает в единую картину и ставит диагноз. Да? И слава богу, что в наше время появились те технологии, ну, например, там, те же самые генетический анализ или иммуногистохимия, сложное слово, не буду объяснять, что это такое, но это метод, который позволяет действительно увидеть маркеры. Вот тут тоже важные. Маркеры, что это, как они работают? Ну, смотрите, маркеры – это определенные, допустим, белки или другие соединения, и врач-патолог смотрит, опять же, на микропрепарат под микроскопом или уже там в цифровом виде, допустим, да, и вот он видит на картине ткани определенные маркеры покрашенные, то есть вот эти точечки, да, эти белки или структуры другие, да, которые характерны только для определенного типа заболевания. То есть если они есть, эти маркеры, эти структуры, это значит, что это заболевание типа 1, условно. Если их нет, то значит, что это заболевание типа 2.
То есть это какие-то изменения в белках, которые перестраиваются в зависимости от каких-то реакций, которые происходят, и перестраиваются они вообще то есть любое заболевание заставляет по-разному перестраиваться. Это разные белки, это не только белки, да, то есть в том-то и ценность там фундаментальной науки, что изучая онкогенез, изучая, что такое онкология, почему клетки меняются, почему ткани меняются, да, вот люди науки, они как раз и открывают эти изменения. Они говорят, что окей, в случае такого заболевания мы обнаружили и статистически доказали, что это значимо, что появляется вот такая картина у заболевания, да, возникает вот такая генетическая картина или такой белковый маркер появляется. И это важно, потому что если мы определили, что это заболевание такого типа, мы можем его лечить вот таким лекарством. То есть здесь очень важно, что появление маркеров, оно связано с так называемой таргетной терапией. Да? То есть когда на основании того, какое именно заболевание у человека, да, ему подбирается определенный препарат. И это очень важно. То есть если условно раньше этой информации не было, и достаточно было только сказать, что да, это вот рак такого типа на такой стадии, и мы отправляем там либо на операцию, либо на там, химиотерапию, да, вот, то сейчас благодаря науке, благодаря медицинской науке мы погрузились как бы вглубь этого заболевания, стали знать намного больше, да, и благодаря этому можем подбирать более тонкие методы лечения для пациентов. И это, конечно, то, что отличает там, нашу современность, и в нашей стране в том числе, от того, что было 20 лет назад или 30 лет назад. Если я правильно помню, про онкологию еще говорят, что бывает та, которую нельзя определить. То есть, например, локально, то есть не успевают обнаружить ее, да, то есть не всегда ты можешь быстро понять, где вообще у тебя происходят эти процессы. К сожалению, да, это такая очень тяжелая тема. То есть, к сожалению, есть раки, когда человек может жить и ничего не чувствовать, и ни о чем не подозревать. И даже если он сдает анализы, проходит чекап, как это сейчас модно, и это очень хорошо, что это входит в нашу практику на самом деле. Вот. Даже эти методы могут не, так сказать, показать, да, вот этого заболевания, но в какой-то момент оно начинает говорить о себе, и, к сожалению, на стадии, когда уже там нужна серьезная терапия. Но еще раз я хочу сказать, что те меры, которые были приняты в нашей стране с точки зрения, да, там, улучшения там, и онкологической помощи, и диагностики, которые позволят выявлять это на ранних стадиях, вот, они, безусловно, делают свое дело. Это медленная история, но, тем не менее, результат есть, и результат будет. Я очень на это надеюсь. Вот, и, в общем, поскольку сталкиваюсь с этими историями, безусловно, работая рядом, вот, я могу сказать, что и с точки зрения технологического, и с точки зрения знаний тех врачей, кто в этом участвует, конечно, очень много изменилось. Надеемся, что будет только в лучшую сторону это все исправляться, и когда-нибудь, я думаю, что научимся и со всеми болезнями бороться. Тоже интересно, наверное, просто мнение, да, почему у людей, в целом у многих, да, то есть я по себе скажу, да, пока там где-то не возьмет, что уже прям надо бежать, да, не особо ходят и не хотят ходить, то есть не хотят уделять этому должного внимания. Такое, наверное, просто мнение, почему так у людей бывает. То есть я точно, наверное, понимаю, что люди, которые близко к этому находятся, да, и знают более детально, как это все устроено и как это плохо, наверное, у них повышенное внимание, да, у людей, которые все-таки где-то там на стороне, почему вот и лежит задача, да, там, осведомленности от этого всего, чтобы люди понимали эти проблемы и стремились как бы их вовремя там находить, диагностировать. Вот все-таки с чем связано, что у людей изначально не заложено то, что вот нужно прям бережно относиться. То есть, может быть, этого как-то не хватает на уровне образования, да. Да, хороший вопрос, потому что могу сказать, что несмотря на то, что я рядом, но я абсолютно вот так же отношусь, к сожалению, да, к этому вопросу, хотя вот первый раз в прошлом году сделала такой полный чекап, да, и считаю, что это правильно, да, и знать, что и как, да. Вот. Почему? Мне кажется, что
У всех разные причины, но я перечислю то, что вот приходит в голову из таких факторов. Да? Это страх. Страх узнать о себе что-то неприятное. Вот, потому что если, не дай бог, что-то вот там в результате чекапа, да, там найдется там в сердце или еще, не дай бог, там связано с онкологией, но это действительно страх, это удар, это нужно переживать, это психологически тяжело. Поэтому я думаю, что в большем количестве случаев лежит страх. Дальше, лень, стоимость, да, финансовая, это тоже, наверное, факторы, потому что мы все очень разные, люди, скажем так, с точки зрения финансовых возможностей тоже очень по-разному живут, вот, поэтому просто невозможность там заплатить за комплекс анализов, она присутствует у большого количества людей. И да, идут национальные программы, которые призваны сделать так, чтобы вот все эти анализы были там доступными, да, но все равно для очень большого количества людей в нашей стране вот такие вот чекапы – это еще такая история недоступная. Знаю, что есть там диспансеризации, безусловно, да, это тоже очень хорошо, но это надо действительно проводить в жизнь, делать это реально, и вопрос еще, как качественно делается эта диспансеризация, и что в качестве результата и ответа получает конкретный человек. Наверное, хочется вот узнать, а какие проблемы вы помогаете из всего того, что мы обсудили, решать, и за счет чего, какие новые технологии, да, которые вы в том числе разрабатываете, реализуете, этому помогают. Вот я уже приводила пример с пластиковым контейнером, который называется кассета, да. Вот немножко отнесусь к этому примеру, могу сказать, что вот во времена, когда этих пластиковых контейнеров нет, в лаборатории вот эти вот кусочки там ткани... Лежали? Нет, их лаборанты заворачивали в марлю и завязывали. Вот. Да, и, наверное, сейчас существуют такие лаборатории, но это скорее исключение, чем правило, потому что, представляете, что может произойти, если один кусочек там потеряется, например, да? То есть это же человеческая жизнь, это же пациент, который ждет ответа на вопрос. Да? И вот из-за несовершенства технологий, из-за отсутствия стандартов, из-за зависимости там, от того, как люди построят эту работу, ручную работу на тот момент, зависит конкретный человек. Понимаете? Вот. Поэтому наша работа по введению новых продуктов на этот рынок, она прежде всего давала что? Она давала уход от ручного труда, да, потому что вот первый продукт, который сделал Биовитрум, это такой парафин. Вы, наверное, знаете, что там вот есть свечки, да, вот они состоят из парафина. Вот фактически это примерно такой же парафин, только с добавками, со специальными. И он гранулирован, то есть он превращен в маленькие такие капельки. Да? Вот, он нужен для того, чтобы вот кусочек исследуемый залить в этот парафин и потом тонко-тонко порезать, чтобы посмотреть на стекле. Да? То есть, еще раз, технология сложная, как вот одно превращается в другое. Да? Вот. Но вся эта длинная история, она производилась вручную. Вручную готовились растворы, вручную готовился этот парафин. Опять же, вот в тряпочке, в марлечке это все заворачивалось. Да? Вот. И поэтому все продукты, которые мы выводили как собственного производства, так и дистрибуторского, они решали следующие задачи. Это уход от ручного труда, это стандартизация, это автоматизация и повышение скорости диагностики. Да? Вот. Поэтому вот от таких простых историй, как заменить тряпочку, которую вручную завязывается узелочком, на стандартный пластиковый контейнер, до того, что мы поставляли высокопроизводительные автоматизированные комплексы, которые полностью давали, да, скажем так, там, результат там, за несколько дней. Вот. То есть разные эти продукты, они решают вот данные конкретные задачи. Да? Вот. Это одна история. Другая история – это, например, внедрение новых технологий. Вот я вам говорила про маркеры и таргетную терапию. Да? Это же возникло не так давно на нашем ландшафте, да, там больше 10 лет назад. Но эта технология тоже должна была зайти. Когда она заходила, то те же самые аргументы. Где взять денег,
а мы вручную сделаем лучше и так далее. Они все были. Но сейчас представить себе, что вот эта методика производилась бы, да, там, вручную в тех объемах, в которых она нужна в стране, это уже невозможно. Да? Вот. И очень радостно, конечно, сознавать, что такие технологии, которые дают возможность сделать шаг вверх с точки зрения терапии последующей, да, это история, в которой Биовитрум играл центральную роль. Да? Что еще говоря про патоморфологию, такой, наверное, современный тренд, хотя для нас он на самом деле уже не современный, мы этим занимаемся очень давно, больше 10 лет. И частично отвечая на ваш вопрос, а какие тренды, да? Ну, тренд цифровизации, да, вот слово цифровизация, оно нас сопровождает последние, не знаю, там 5 лет, наверное, точно. И цифровизация медицины – это отдельный такой стрим, который невероятно интересен. Он тоже состоит из разного уровня истории, что такое цифровизация медицины, как мы ее себе представляем. Но говоря конкретно о нашей истории, да, это такой комплекс. С одной стороны, это цифровизация процесса, да, то есть то, что достигается информационными системами, в которых работают теперь врачи и лаборанты, да, чтобы был трекинг, чтобы была связь там с картой пациента и прочее. Да, это как бы одна очень важная составляющая, которая является таким элементом цифровизации именно вот в зоне патоморфологии. Второй очень мощный слой цифровизации – это, конечно, то, что связано с цифровыми изображениями. То есть врач может смотреть вот этот препарат под микроскопом сегодня, да, но на сегодняшний день существуют технологии, которые превращают фактически вот это физическое стекло в оцифрованную картинку. И врач может делать то же самое с помощью монитора, с помощью специальных программных систем, да, где он может смотреть, да, где он может измерять какие-то моменты, отмечать что-то, и на сегодняшний день применять в том числе инструменты искусственного интеллекта, да, которые, ну, я очень надеюсь, в будущем действительно дадут там мощный рывок для того, чтобы вот этот дефицит врачей, а у нас действительно и в стране, и в мире, в принципе, дефицит врачей-патологов, чтобы этот дефицит нивелировать, да, влияние этого дефицита. Поэтому вот это очень мощная такая вот история цифровизации патоанатомии, которая связана и с внедрением новых технологий, там, сканирование, да, вот этих препаратов. Существуют специальные машины, которые, да, делают эти цифровые изображения. И внедрение цифровых систем и платформ, которые позволяют в них работать, и искусственный интеллект. И сейчас мы находимся действительно на такой как бы волне, которая поднимается. Вот эта волна, она нас поднимает, как в свое время была волна новых, да, там, технологий в диагностике. Вот сейчас это волна цифровизации, безусловно, да. Вот. И, в общем-то, опять же, Биовитрум здесь. А еще в 2014 году мы сделали первый портал для врачей, который там решал одну задачу – это обменяться изображениями, да, когда там врач один в Красноярске, например, другой в Москве, и вот им нужно проконсультироваться, потому что сложный случай. Да? И нужен мини-консорциум, да? Да, такая мини-группа. И эта потребность обсуждать сложные случаи, да, в таких вот мини-группах, она всегда была, она есть. И благодаря вот этим технологиям она стала возможной. Да? И вот в 2014 году мы сделали первый в России портал, да, который сейчас там один из самых популярных. Вот. Ну, а на сегодняшний день мы уже сделали там следующую версию там, программного продукта, которая позволяет уже не только обмениваться изображением, но и работать, и применять различные инструменты и так далее. Поэтому, наверное, вот тренд в цифровизации он такой невероятно интересный, и мы находимся в нем, и Биовитрум находится в нем, и мы еще, да, поговорим про направление, которое вы запустили. Ну, вот на самом деле тоже такой интересный вопрос. Вот, кажется, да, что вот, а что стоит мне, да, там, придумать, что, ну, как бы понять, что там в марле неправильно, да, переносить, что для этого нужно что-то. Да, вот когда ты это слушаешь, кажется, ой, ну да, ну это легко придумать. Но почему-то тогда возникает вопрос, почему другие так об этом не думали, да, то есть тут какое-то, наверное, хочется раскрыть именно мышление и вот эти подходы, которые позволяют находить те точки, которые нужно как-то
автоматизировать, улучшить? То есть, вот что отличает, почему не все этого понимают, да? То есть, наверное, такая... Не каждому предпринимателю, не каждой компании доступна и существует внутри компании такая функция вообще, да, вот создания, придумывания. Вот. И, опять же, это, наверное, заложено в ДНК компании, и это такая, говорят, что там компания – это тень основателя, да, вот в данном случае там основатель компании Владимир Цимберг – это действительно человек, который постоянно что-то придумывал и сейчас придумывает, да, и, соответственно, команда, которую он собрал, там, включая меня и уже моя команда, с которой мы делали те или иные проекты, это, такие сподвижники, люди горящие, да, люди, которым интересно, чем живет клиент. Самое важное – это слушать клиента. И погружаться в его процесс, представлять себе этот процесс. И дальше уже на основе анализа этого процесса действительно придумывать, что можно было бы создать такое, чтобы давало ценность этому клиенту. Да? И, естественно, вопрос, сколько стоит создание таких продуктов, где экономика, есть ли рынок. То есть, безусловно, только идеи недостаточно. Важно, конечно, ее посчитать, подтвердить. Вот. Хотя, знаете, я так скажу, что вот в начале движения Биовитрума, вот это создание продуктов, да, оно было вот такое, знаете, на основании go-go. Вот придумали, идем. И надо сказать, что и предприниматели, ведь, которые начали бизнес, я говорю только о медицине, потому что других секторов не знаю, поэтому знаю вот по своей, так сказать, истории, что те, кто вот начал бизнес конец 90-х, нулевых, это же предприниматели очень яркие. Они вот именно go-go, да, вот. У них не было, может быть, за спиной там MBA закончено, да, там знания, как считать, как делать бизнес-модель, что такое P&L, что такое баланс, да. У многих даже сейчас, после 20 лет опыта, не всегда вот есть понимание, чем там P&L отличается от баланса. Но, тем не менее, это люди, которые сделали огромные истории. Понимаете? И то, что, может быть, на старте этих историй каждый бизнес-кейс не проходил четкий финансовый анализ с анализом рынка и прочее, может быть, именно это дало возможность прорасти таким историям. Потому что если бы мы одели это в клеточку, в тетрадке, да, там, с точки зрения там, бизнес-плана и прочего, показалось бы, что там рынка нет, еще чего-то нет, модель не подтвердилась, закрываем. И неизвестно, сколько бы таких продуктов мы бы закрыли. Но это не исключает того, что думать об этом нужно, особенно когда речь идет о серьезных инвестициях. Да, это очень важная практика, и она сейчас в нашей компании присутствует. Вот я хотел как раз задать вопрос про ваши заводы. Да, вот то, что мы вначале еще до интервью начали обсуждать. Пока один завод. Да. Один завод. Такая, что, в принципе, да, много и в целом работы, даже есть отдельные предметы, да, там обустройство завода, его организация, процедуры, как это все строится. Вот я от этого очень сильно далек, в целом, как от реального сектора. Вот хочется понять про сложность того, как вообще, да, чтобы какая-то картинка сложилась, что вообще есть завод. Да. Для многих завод это там пришли, стенки поставили, оборудование туда привезли, и он начал работать. Да. Тут хочется с опытом реальных кейсов, что такое построить завод в целом. Первое – это, конечно, сам дизайн. Да? То есть, вот дизайн того, как будут организованы технологические узлы и технологии, потому что все-таки вот наше производство, оно очень нестандартное. Я уверена, что те, кто строил заводы, приехав на наш завод, они удивятся, потому что под одной крышей объединено несколько технологических процессов. Да? Это процесс, допустим, производства вот там парафина, о котором я говорила. Это процесс производства красителей, это совершенно другой процесс. Это процесс производства определенной продукции для микробиологии, другой бизнес, о котором я вам еще не рассказывала. Это готовые чашки Петри для микробиологической диагностики. Это совершенно другая история, это чистые помещения, стерильные, да. Вот. Там же находится тоже под одной крышей у нас там металлическое производство. То есть разные истории объединены под одной крышей. Вот. И это, наверное, уникальная особенность нашего кейса. Потому что если мы возьмем там заводы фармацевтические, это
понятные технологические линии, понятные технологические решения, которые, я подозреваю, да, там строятся по определенным законам, лекалам, да, и более того, есть там специалисты, которые там не один такой завод построили. В нашем случае это была уникальная одноразовая история, которую мы проходили вместе с нашими подрядчиками. Вот. И поэтому она была сложной. Сколько всего, получается, занял процесс строения завода? Ну, смотрите, принятие решения 2018 год, конец, то есть когда мы приняли решение, дальше начались поиски, да, то есть где, с кем, как, что. Дальше 2021 год, лето, это был заложен фундамент. Вот, в 2024 году полностью был все построен завод. И начались уже там первые, так сказать, этапы переезда, оснащения, там склад переехал. Вот. И 25-й год – это ввод в эксплуатацию. Вот. То есть, ну, на самом деле, сейчас, когда вот приезжают к нам на завод, там тоже снимать фильм, делать интервью, конечно, месседж такой: да, в сложные времена вы решились построить завод, но таких компаний, которые на это решились и это сделали, немного. Как говорят, кризис – лучшее время для роста. Да, да. Поэтому, да, это невероятно сложно, если об этом рассказывать и с точки зрения там, финансовой картины, да, но никто не повторил за нами это. Да, это отлично. Я надеюсь, что это в разы позволит вашей компании еще быстрее расти и помогать в том числе и людям, да, и решать те проблемы, которые вы решаете. Давайте тогда пойдем дальше про интеллектуальные системы, да, расскажем про это направление. Тут тогда тоже будет интересно послушать, в какую сторону вы сейчас идете, на что вы ориентируетесь, какую проблематику видите, да, вот ту самую подсвечивающую, может быть, от клиентов, либо еще от кого-то. Да, но прежде чем перейти к цифровым продуктам, да, я тоже закончу часть нашу производственную, прокомментирую, что да, мы не только вот сейчас производители там расходных материалов для этого рынка. Я упомянула о том, что мы зашли в 2015 году на новый для нас рынок. Это рынок микробиологической диагностики. Это совершенно другое, это совершенно другой сегмент, другие процессы. Вот. И, в общем-то, начали там тоже с производства сразу. Да? Вот. Это производство так называемых чашек готовых. То есть это, ну, может быть, вы видели такие чашки пластиковые, да, куда наливается среда, и на ней уже делается посев, допустим, да, там из, может быть, там из рта, из каких-то других, да, там областей, вот, и смотрится, какие бактерии выросли. И в зависимости от того, какие бактерии выросли, определенная тактика лечения, да, назначается. Вот. Казалось бы, простой продукт, но с точки зрения производства, требований по стерильности, то, что это бактерии, то, что ничего не должно вырасти, пока эти чашки идут от нас до клиента. Как, кстати, обеспечивается стерильность вообще? Это вот как раз в ходе производственного цикла, то есть все, что, то есть сама чашка, сама среда, да, к ней применяются вот определенные методы обработки, благодаря которым достигается вот та самая стерильность, да, то есть она и запакована специально, да, там в вакуумной упаковке, и доходит до клиента. И, то есть в процессе ее производства к ней никто практически не... То есть она в каком-то отдельном вакууме находится, то есть за стенкой? Если бы вы посетили наше производство по готовым чашкам, вы бы увидели вот чистые комнаты, да, вот в них вот людей в космических костюмах, как это в фильмах снимается, да, то есть вот полностью в костюмах, да, то есть абсолютно чистые зоны. Вот. И, конечно, весь производственный процесс, он построен таким образом, чтобы гарантировать стерильность продуктов. Вот. Поэтому здесь история, в которой мы растем, и растем кратно, это очень здорово. Вот. И другая история, перед тем, как зайти на эти продукты, это приборостроение. У нас в том числе есть наше конструкторское бюро. Вот. Мы первые сделали прибор для как раз вот патоморфологической диагностики в России самостоятельно, да, довольно-таки сложный. Вот, поэтому здесь тоже вот этим гордимся и тем, что начали мы это делать задолго до пандемии,
И ушло много лет на то, чтобы сделать этот прибор. Вот, поэтому на сегодняшний день, да, мы являемся одними из тех, кто по-настоящему производит. То есть не привозит и клеит, да, что-то. Вот, да, а действительно производит, разрабатывает, и у кого есть конструкторское бюро и сборка. Вот то, к чему нужно стремиться. Да. Вы знаете, к этому надо было стремиться в нулевых. Тут... Вот смотря назад, и на самом деле это не какое-то озарение, которое пришло сейчас. Вот, просто у меня еще был очень интересный проект в рамках Биовитрума, совершенно не связан с медицинской сферой, но невероятно интересный. Это я работала с промышленными предприятиями, и мы работали с ультразвуковыми методами очистки. И я за это время этого проекта я объездила там несколько интереснейших заводов, например, заводы, которые производят стеклотару. Это невероятно интересно. Слушайте, это вот тема там, может быть, там даже для книжки. Вот. Но суть в том, что как бы встречая этих людей, беседуя с ними, было понятно, да, там, в каком состоянии находится промышленность в стране в те времена. И было очень печально, что в те времена промышленности не давали развиваться. Да? И говоря про медицинское оборудование, пока петух не клюнет, вот он клюнул. Да? И оказалось, что компании, которые способны производить оборудование, их можно пересчитать там даже не на 2 руках. Конечно, вот это очень обидно, что столько времени упущено. Еще в далеком 2014 году мы, в принципе, заинтересовались темой цифровой патанатомии, хотя она даже так еще не называлась. То есть были первые машины, которые превращают, да, вот, скажем так, не то, что они превращают физическое стекло в цифровое, то есть со стеклом все, оно остается стеклом, да, они просто действительно благодаря своей технологии позволяют формировать цифровую картинку этого изображения. Вот. И это было невероятно интересно, но... Просто тоже уточнить. Это не то же самое, что сфотографировать, да? Это как-то по-другому делается. Вы знаете, вот если примитивно, это то же самое, что сфотографировать. Другое дело, что одно дело сфотографировать вас, а другое дело сфотографировать клеточки под увеличением. Поэтому фактически сканер, да, это что такое? Это микроскоп, совмещенный с фотоаппаратом. Просто там очень много там механики сложной, да, сложной там IT, большие требования и к матрицам, и ко всему. Вот. И на тот момент, в далеком 2014 году, конечно, это было еще рано для России, но я помню, что на нашей первой конференции не в Москве, не в Санкт-Петербурге, а в Ханты-Мансийске, когда мы рассказывали про вот эти чудеса, это невероятно отозвалось врачам, потому что вот как раз там, в этом регионе, фактор удаленности врачей друг от друга и фактор того, что им нужно консультироваться друг с другом, и на то, и время на то, чтобы переслать физически стекла одного пациента от одному врачу к другому, уходят дни, а то и недели, этот фактор был очень сильный. Поэтому понимание того, что нужны технологии, которые ускорят, да, вот эту коммуникацию между врачами, оно было давно. Другое дело, что ни инфраструктурно, ни финансово, ни с точки зрения качества там, самого препарата сегмент не был к этому готов. Поэтому вот, в общем, эта история развивалась. Вот, и где-то, наверное, с 2019 года уже, скажем так, вот эти системы, эти технологии потихоньку пошли в практику. Потихоньку, потому что сейчас я не могу сказать с сожалением или, наоборот, с радостью предвкушая рост рынка и его бурное развитие, что сейчас в каждой лаборатории стоит сканер. Нет, это не так. Вот. И, в общем-то, доля цифровизации нашего конкретного сегмента, она очень низкая. Но уже новые тренды и новые, в том числе законодательные инициативы, они ведут к тому, что и это входит в практику врача. Да? Вот. Ну и возвращаясь к нам, да, нас долго будоражила эта история. Вот еще раз расскажу, что в 2014 году мы сделали первый портал для обмена. Вот. Ну и им пользовалось не так много, наверное, врачей, в большей степени действительно для обмена, для формирования каких-то своих материалов. Но, конечно, мощный скачок развития придала пандемия.
То есть вот после пандемии у нас просто 10-кратный рост использования портала. Вот, и на сегодняшний день там около 5000 пользователей. Вот, то есть очень большая база данных и историй. То есть, конечно, это все дало невероятный толчок, и емкость использования, она не снижается, даже после пандемии. Вот. Ну и одним из наших продуктов, который мы сделали и которым занимается уже там отдельная компания, но тоже в группе компании BioVitrum, это информационная система для патоморфологической лаборатории. То есть вот IT-продукт, который был создан, да, он сделан, он является там лидером рынка именно вот в нашем сегменте. Вот. И сейчас вот новый продукт, который мы развиваем, это платформа для врачей, да, то есть вот это облачное решение, мы как бы идеологию ее, но не технику, да, мы реализовали локальную версию такой платформы, которая, конечно, справляется совершенно с другими задачами, которых очень много у врачей. Вот. И за последние... То есть мы начали эту разработку в 2022 году. Вот. И за прошлый год мы сделали первые десятки инсталляций. Это и лечебные учреждения, и образовательные учреждения, и частные клиники, и даже сегменты вне, скажем так, человеческой медицины, да, там ближе к ветеринарии. Очень интересно. И, в принципе, я вижу, что вот эта потребность работы с медицинскими изображениями, со сложными, да, она, может быть найдена в разных сегментах. Вот тут в чем, еще раз, если уточнять, суть сервиса, если он локально размещается? То есть, если он локально, то они не обмениваются между другими? Нет, это... Тогда какие? Нет, возможно. То есть, смотрите, он может действительно размещаться там локально в учреждении, просто потому что у государственных учреждений есть жесткие требования, да, по контуру персональных данных, по защите данных, да, поэтому это немножко такая техническая история, но в целом данное решение, оно позволяет врачу что? Оно позволяет врачу перейти в полностью цифровой формат работы. То есть, если врач может и хочет работать с цифровыми изображениями, то он может с помощью этой платформы открывать эти изображения. Понятное дело, что там смотреть, делать какие-то пометки, разметки, комментарии. Самое главное – иметь в доступе всю информацию о пациенте. То есть эта система, она, конечно, интегрирована. Всё, да? Да, она интегрирована с медицинской информационной системой. Конечно же, одна из важнейших потребностей врача – это консультироваться, поэтому там в рамках учреждений или учреждений, да, эта платформа позволяет также проводить консультации с другими врачами. Но и в будущем, когда скажем так, применение инструментов искусственного интеллекта, а они уже применяются, да, частично врачами, да, мы, конечно, рассматриваем и встроенные решения искусственного интеллекта в эту же платформу. Скорее всего, по рекомендации какой-то, да, в оценке этих картинок, или в чем планируется именно применение искусственного интеллекта? Знаете, могут быть разные применения, да, такого, что искусственный интеллект будет ставить диагноз за врача. Конечно. Меня тоже спрашивают, да, понятно, что нет, я Тут, кстати, было бы интересно про моральный аспект, вообще возможности замены, да, искусственного интеллекта человека или человек, который ставит диагнозы, может ли он это объективно оценивать. Мы вначале много времени уделили, что это многофакторный анализ, да, в том числе постановки диагноза. Тут тоже будет отлично, если подсветить. С помощью искусственного интеллекта система может подсвечивать какие-то важные зоны, на которые врач должен обратить внимание, да, и такие решения уже есть. Да? То есть врач тратит теоретически меньше времени, потому что такое изображение? Это огромное поле, по которому предстоит пройти по всем его участкам и посмотреть на каждый элемент этого поля. Да? То есть есть решения, которые прямо навигируют врача и говорят, в этом сегменте что-то подозрительное, в этом сегменте что-то подозрительное, а в этом все в порядке. Да? То есть например, практические вещи. Есть, допустим, решения, которые оценивают качество препарата, как он отсканировался. Это такая очень техническая вещь, но тем не менее важная. Да? То есть хороший препарат
или там не очень хороший препарат, да. Есть решения, которые, да, умеют там производить вычисление количества клеток в поле определенных, да, вот, что также важно для там постановки диагноза. То есть производить какие-то технические функции, которые бы там врач условно там считал бы, да, например, а за него это делает программа и говорит, там, количество клеток в этом поле, там, оно такое. В целом, да, как сказывается внедрение технологий, да, позитивно или негативно с точки зрения роста компетенций. То есть, вот есть сейчас мы, по сути, находимся на такой переходной стадии, где мы цифровизируемся. И дальше точно будет развилка. Мы либо будем расти с точки зрения экспертизы и умения работать с этими сервисами, да, в том числе врачи, или это позволит нам, наоборот, снизить запрос компетентности врача, который позволит работать с этой системой. То есть, тут, мне кажется, вот такие вопросы. То есть, когда у тебя появляются очень сильные системы, ты в целом сейчас ты понимаешь, чтобы стать врачом, чтобы этим всем заниматься, да, по какой-то специальности, ты должен там 10 лет отучиться, еще сколько-то лет отпрактиковаться, а если появится, например, множество систем, то, возможно, тебе и учиться так много не нужно, тебе там, да, там, ну, те же самые медсестры, да, которые есть, им тоже нужно учиться, но, может быть, снизится срок этого образования и позволит увеличивать количество людей, которые этим занимаются, но у них будет четкая специализация, это работать только с этими информационными системами. Может быть, это даже будет не специализация врача, может быть, это какая-то отдельная специализация будет. Я сомневаюсь, что картина может выглядеть вот так, по крайней мере, в ближайшем будущем, просто потому что здравоохранение – это, ну, если не в любом случае, то в большом количестве случаев это и того взаимодействие с человеческим телом. И не пройдя там определенный образовательный путь, практический путь, да, там, совершать манипуляции даже с помощью робота да Винчи или еще с чем-то, да, все равно человек должен обладать навыками, знаниями и практикой. Потому что это не просто поговорить, правда, и назначить витамины. А зачастую лечение человека, оно связано с интервенцией, да, то есть с тем, что нужно действительно назначить какую-то либо терапию, либо там операцию и прочее. Поэтому вот здравоохранение такая тема, которая, мне кажется, очень долго будет зависеть от компетенции врача. Как этот врач будет трансформироваться? Ведь действительно врачи, их скиллы трансформируются. Я опять же это говорю как пользователь. Да? Вот. Потому что на сегодняшний день, да, там, ну не знаю, врач-рентгенолог 20 лет назад, да, который работал с этими, снимками. Со снимками, да, это одна история. Врач-рентгенолог сегодня – это другая история, да, которая предполагает, что у врача еще появились новые компетенции, связанные с анализом изображения и со скиллами, которые необходимы, чтобы работать с этим. Врач-патолог – то же самое. Сегодня это человек, который должен знать большое количество информации там, о генетике, о иммуногистохимии, об IT, о технологиях, об искусственном интеллекте в том числе, да, чтобы понимать, что ему. Поэтому мне-то кажется, что система усложняется. Вот, у меня просто тоже такой дискуссионный вопрос. То есть система усложняется, компетенции должны расти. Но тоже такие странные есть подходы, да, мы же не можем все время усложнять, да, то есть человек не сможет все, ну, то есть обычно так происходит вот раньше, да, чтобы построить завод тот же самый, да, там люди, там, я не знаю, ну, не боюсь ошибиться с датой, но когда у нас там был пик вообще первых самых заводов там вообще в мире, да, построения, люди только на этом специализировались, он не знал, что такое, возможно, бизнес, но он знал, как работает там завод, ну, а другой его не волновало. Сейчас у нас одна и та же специальность может очень много информации в себя впитывать, и кажется, что все равно все сводится к какой-то специализации и к разделению, да, то есть зачем мне, с одной стороны, чтобы там у патолога-анатома, да, там были какие-то отдельные сферы, когда я могу их разделить, да, чтобы и человек мог легче работать, если что-то можно заменить системами первичными, которые не нужно его туда погружать, то мне только от этого, наверное, будет выгоднее, а может быть и не будет, поэтому... Ну, вопрос специализации, и абсолютно правильно этот термин возник, потому что если рассматривать конкретную историю про патоморфологическую диагностику,
там специализация – это, краеугольный камень, потому что не может быть, допустим, врач-патолог знать абсолютно все области, все нозологии, то есть там быть специалистом и по щитовидной железе, и по молочной железе, и по крови, и по мозгу, и по коже, например, да. То есть врачи профессионально, они специализируются и становятся кто-то действительно суперспециалист по коже, кто-то суперспециалист по молочной железе и так далее, и так далее. И поэтому, когда возникает вот эта потребность проконсультироваться со своим коллегой, да, она возникает. И почему? Я хорош, например, вот в этой нозологии, но у меня поступил пациент вот с другой нозологией. И лучше я посоветуюсь с коллегой, который знаю, что там номер 1 или топ-10, да, специалистов в этой области, вот, для того, чтобы просто быть уверенным в диагнозе. Поэтому специализация, я несколько другой пример специализации, да, именно вот нозологической, да, такой привела. С точки зрения процессной специализации методов, это хороший вопрос, но мне кажется, что нам всем будет интересно наблюдать за этим в медицине. Это такой повисший вопрос, если кто-то хочет прокомментировать. Наверное, уже подходя к концу, хочется, наверное, какие-то, может быть, экспертные с точки зрения опыта нерешенные, возможно, сейчас проблемы, которые вы видите, куда хочется концентрироваться, что хочется решить, да, какие-то, может быть, можете подсветить, было бы отлично. Это действительно освоение того мощного ресурса, который у нас есть, это новое производство, да, это совершенно новый взгляд на бизнес, на бизнес-модель, на требования к этой бизнес-модели и к экономике, да, на требования к себе, на требования к команде, кто должен быть в команде, да, это новая такая фаза осмысления, да, потому что, опять же, для разных этапов жизнедеятельности компаний нужна разная команда. Это правда, да. И разные процессы, и разные фокусы, и разные приоритеты. Одно дело, когда компания находится в стадии go-go и освоения новых идей, и это одна команда, да. Другое дело, когда компания достигла определенного уровня на рынке и хочет масштабироваться, выходить за рубеж. И говоря о том, допустим, что нам хочется, да, то есть первое, безусловно, это максимизация нашего производственного потенциала. То есть вот сейчас как раз мы очень заинтересованы в тех идеях, которые команда нам приносит по тому, чтобы действительно развивать новые продукты на нашем производстве. Вот. Второй такой тренд, который нас интересует, это, конечно, развитие и выход за пределы рынка Российской Федерации, потому что мы уже присутствуем в СНГ достаточно долго, да. Вот. У нас уже есть экспортные поставки, например, в Турцию мы уже много лет, да, поставляем свою продукцию. Вот. У нас уже есть интересный проект даже в Европе, да, по локализации наших продуктов. То есть это то, где хотелось бы, наверное, приложить усилия. И это еще одна история невероятно интересная, да, вот, потому что этих историй, у меня лично в Биовитруме было много, и, наверное, вот эта история вместе с историей цифровой, это такие драйвовые кейсы, в которых интересно будет. Отлично. И подытожить, наверное, какие-то рекомендации, свой опыт, да, какие-то советы, которые хочется дать, наверное, с точки зрения качеств, да, которые позволят другим достигать успеха, причем неважно, в научной деятельности, да, в бизнесе, просто то, на что, на ваш взгляд, нужно ориентироваться, когда строишь карьеру и развиваешься. Конечно, мои советы и рекомендации, они исключительно из моей практики и из моего опыта. У каждого предпринимателя, да, свой опыт и своя история успеха или неуспеха. Поэтому мой взгляд, да, то есть что бы я посоветовала? Наверное, место номер 1 – это люди, которые тебя окружают. Это команда. Невероятно важно, если ты лидер, если ты отвечаешь за какую-то историю большую, да, это сформировать команду, потому что без команды ты ничего не сделаешь. Вот. И в каждой истории очень важно, что это за люди. Они не могут быть одинаковыми, они
не должны быть все процессниками, и они не могут быть все талантливыми там, визионерами и генераторами проектов. Это должна всегда быть комбинация. И невероятно важно уметь этих людей растить, поддерживать, мотивировать, давать им обратную связь, благодарить, ругать. Да? То есть вот внимание к команде и к тем, кто тебя окружает на твоем пути, который ты проходишь, для руководителя это must-have. Второй важный совет – верить себе. Вот сколько бы ни было советчиков, если ты отвечаешь за историю, решение принимаешь ты. И это очень важно осознавать. И ни в коем случае не перекладывать эту ответственность на советчиков, антисоветчиков и каких-то других. У этих советчиков вряд ли был точно такой же опыт и точно такая же ситуация, в Да. которой ты находишься. Вот. Поэтому осознание своей ответственности, особенно в какие-то критические моменты, тяжелые моменты, когда нужно принять решение, там, не знаю, отрезать, не отрезать, я про бюджет, естественно, да, там еще что-то увольнять, не увольнять, вкладываться, не вкладываться. Это всегда должно быть личное решение того, кто за эту историю отвечает. И не терять интереса. То есть в предпринимателе в нем что важно, да, это желание двигаться вперед. Вот. Поэтому вот поддерживать в себе интерес – это крайне важно. А что это такое? Это общение с людьми, общение с клиентами, это общение с индустрией, узнавать. Ну, тут сложно сказать, что можно себя каким-то образом там настроить на это. Да? Может быть, у кого-то это в какой-то момент выключается или не выключается никогда. Да? Может быть, это такое свойство, которое вот оно либо есть, либо нет. Команда, вера в себя и интерес к жизни. Супер, отлично. Было очень интересно. Спасибо большое, Спасибо что вам. приехали. Было очень классно.